Привет, это Тостер. У нас, вы знаете, всегда много интересного о домашней технике. Сейчас покажем вам стиральную машину, которая полностью поменяет ваше представление о стирально-сушильных машинах. Помните вот это? Только если не получается еще сушилку поставить. Электричество тратит много, вещи порой пересушивает, много сразу не высушишь, ворс где-то там остается. Забудьте это все. Итак, первый в России обзор и тест стирально-сушильной машины, реально нового поколения Samsung Bespoke AI Combo. Сначала просто смотрим на нее. Тут, конечно, явная отсылка к профессиональным таким решениям, да? Такой суперфункциональный минимализм. Некоторых он даже немного напугает, думаю, совсем ничего лишнего. Давайте несколько секунд я помолчу, а вы оцените ее. Честно говоря, по мне так очень круто, но восприятие дизайна — это, конечно, всегда такой субъективный, может быть, даже спорный момент. Пишите в комментариях, как вам она. Спойлер, здесь точно главная технология и функциональность. Реально, смотрите дальше, будет много интересного. Я предупреждаю, коротким видео не получится, потому что, реально есть тут о чем рассказать. Для удобства есть и навигация по сюжету. Видно, что это стирально-сушильная машина нестандартных габаритов. Она выше, шире и глубже обычных моделей, не говоря уже про узкие размеры. На экране вы видите, и есть ссылка на модель в описании, чтобы прикинуть, куда поставить. И кстати, несколько вариантов размещения девайса. Для общей картины, для понимания. Не надо бояться того, что техника чуть больше по размерам, чем обычно. Вариантов установки множество. Что дают такие нестандартные габариты? Прежде всего, для пользователя очень важный момент — это, большая загрузка. До 18 килограммов тут стирка и до 11 сушка. То есть, в случае такого обычного использования в семье можно, что называется, сушить не вынимая. Потому что 11 килограммов вещей можно сразу постирать и высушить, а 11 килограммов — это много. Одна простынь, например, из двуспального комплекта весит около 700 граммов, максимум. А что мы? Мы стираем и сушим 2 двуспальных комплекта хлопкового постельного белья. И это большой объем. В обычной машине, даже в полноразмерной, для гарантированно хорошего результата лучше стирать за раз 1 комплект. А тут сразу 2 больших простыни, 2 немаленьких пододеяльника и несколько наволочек. Мы испачкали вещи разными загрязнителями, поместили все в барабан. Он реально большой, да? Посмотрите. И далее тестируем реализованные в этой стирально-сушильной машине технологии. В частности, AI Wash and Dry, интеллектуальную стирку, и сушку. Машина определяет вес загруженного белья и использует нужный объем воды и моющих средств во время стирки. Она также распознает ткань и степень ее загрязнения. А после стирки сушка тоже оптимизируется в соответствии с весом и типом материала загруженных вещей. Для постельного белья, кстати, есть как раз специальная программа, работающая с использованием искусственного интеллекта. Тут сразу и стирка, и сушка, ее мы и тестируем. Вообще, алгоритмы работы AI Wash and Dry, они основаны на моделях глубокого обучения, обученных на заранее заданном наборе данных. И тут логично, что время от времени в модели обучения могут вводиться новые наборы данных, чтобы повысить их точность, чтобы все стиралось и сушилось так наиболее эффективно. А для нас с вами, как для пользователей, важен качественный результат, чистые и сухие вещи на выходе. Крайне важно, что сушка тут с технологией тепловой насос. Да, наконец-то, устройство 2 в 1 избавляется от этой скажем прямо,
примитивные сушки, когда вот постоянно ТЭН греет воздух и тратит на это, мягко говоря, немало электроэнергии. Плюс еще волокна ткани, они же часто перегреваются, пересушиваются, что не делает их прочнее. Что такое тепловой насос? Конструкция напоминает кондиционер. Есть компрессор, хладагент, испаритель, конденсатор. Подогретый изначально воздух, забравший влагу из белья, проходит через систему фильтров и попадает в испаритель, где охлаждается и теряет влагу. И далее холодный и сухой поступает в конденсатор, где нагревается и снова используется для осушки. Можно сказать, что здесь два контура: воздушный и контур с хладагентом. И последний, хладагент, он как бы двигается навстречу воздуху. Нагретый за счет работы компрессора, хладагент сначала отдает тепло и нагревает охлажденный воздух в конденсаторе, а потом, расширяясь и остывая в испарителе, способствует осушению и охлаждению воздуха. И далее хладагент снова оказывается в компрессоре. Цикл начинается снова. Тепловой насос или тепловая помпа, еще называют эту технологию heat pump, дает весьма значительную экономию электроэнергии, до 75%, в зависимости, конечно, от конкретных условий сушки, от выбранной программы. Это в сравнении с обычными стирально-сушильными машинами, где воздух постоянно подогревается ТЭНом. Еще эта технология позволяет сушить вещи при более низких температурах, что сильно расширяет возможности сушки. Можно сушить самые разные вещи из разных тканей, не боясь испортить. Речь о более бережной сушке, чем в классической стирально-сушильной машине. В общем, тепловой насос в стирально-сушильной машине — это то, что давно уже ждали. Потому что в отдельных-то сушилках эта технология есть уже несколько лет, а вот со стирально-сушильными была в этом плане проблема. Была, потому что Samsung Bespoke AI Combo пример того, как проблему решили. И если раньше я в своих видео говорил о том, что стирально-сушильная машина — это компромисс, если никак не встает сушильная отдельная, то теперь есть вариант взять один прибор, причем с одним барабаном, и не нужно перекладывать ничего. Есть же просто, сейчас колонные стирально-сушильные, которые, тоже вроде как один прибор, но надо для сушки переложить вещи из одного барабана в другой. Да и по высоте они часто больше, выше, а это уже, менее удобно. И, кстати, если уж мы заговорили сейчас именно о сушке, то еще одна проблема стирально-сушильных машин, обычных, это отсутствие ворсового фильтра. Рано или поздно ворс накапливается там, где не надо в машине, и это приводит к проблемам в работе, плюс часть уходит в канализацию, что вообще-то тоже не круто, потому что к засорам может привести. Здесь, как во взрослой сушилке, есть ворсовый фильтр, и то, что сдувается с вещей во время сушки, в нем и остается. В машине, конечно, огромное количество разнообразных программ стирки и сушки. Как я уже говорил, есть автоматические циклы, полностью, когда машина, скажем так, сама все понимает, определяя параметры стирки и сушки для каждой конкретной загрузки. По сушке, конечно, можно выбирать разную степень просушивания вещей, и есть сушка по времени. Интересный момент. Можно активировать опцию паузы между стиркой и сушкой. 10 минут машина подождет после стирки. За это время что-то можно вынуть из барабана, то, что сушить в машине не нужно, или что-то добавить, например, парфюмированную салфетку, для сушки есть такие. И вообще, конечно, для стирки и сушки доступны разные настройки, есть ускоренные режимы, например, Super Speed — это стирка и сушка за 98 минут. Это максимум для этой программы. А так время, оно устанавливается по конкретной загрузке. Машина сама понимает. И, конечно, по загрузке есть ограничения. Это не 18 килограмм и даже не 11. Моющие средства здесь автоматически дозируются, и причем, знаете, это не тупо какие-то 3 градации. Тут все настраивается, и можно сохранить объемы подачи моющего средства в соответствии с рекомендациями, например, производителя этого средства. Опять же,
есть концентрированные средства, есть неконцентрированные. Это все учитывается, и в итоге все работает вот с учетом конкретной ситуации и, по сути, даже с учетом использования конкретных средств моющих и кондиционера. Такая умная дозировка тоже. И важно, что вот второй автодозатор, который для кондиционера, он еще и максимально универсальный. Вы можете тут настроить все тоже. Не кондиционер, а другое средство для стирки, например, вот использовать, да, но и без добавления кондиционера не останетесь, потому что есть еще контейнер вот обычный, куда просто наливаете его, вот в случае, если второй дозатор тоже для моющего средства используется. Это реально важно и дает в контексте стирки понятную и часто необходимую вариативность вот по моющим именно средствам. При смене типа средства для стирки желательно запустить автопрограмму очистки дозаторов и насосов. Она здесь есть, и это хорошо, это отлично. Еще момент, о котором нельзя не сказать, тут сделали автооткрывание дверцы. Да, когда заканчивается стирка или сушка, дверца приоткрывается сама. Удаляется влажный воздух, нет неприятного запаха. Он, конечно, не сразу вот возникает, но может появиться через несколько часов, если вот не вынимать вещи, особенно после стирки. Но и после сушки тоже эта функция может быть актуальна, потому что, замечали, может быть, что если сразу не вынуть вещи, может появиться конденсат, и они немного увлажнятся. И это уже не тот уровень сушки, вот получается, да, который был задан. Окей, с сушкой меньше в этом плане проблем, согласен, но вот автооткрывание дверцы после стирки — нужная функция. Еще можно в настройках активировать открывание дверцы при включении машины, что, согласитесь, тоже удобно, перед загрузкой. И вообще, тут такой целый пул функций есть, связанных непосредственно с гигиеной эксплуатации машины. Очень важно, что предусмотрели автоочистку конденсатора. Он часть теплового насоса, это вот с сушкой связано. До начала сушки теплообменник, он же конденсатор, промывается направленным потоком воды. Удаляются волокна, загрязнения, которые могут тут остаться. И это дает в итоге всегда максимально эффективную работу в режиме сушки. Потому что если теплообменник с течением времени загрязняется, то качество сушки заметно страдает. Сушка больше времени занимает, увеличивается расход электроэнергии. Да, и что тоже важно, есть возможность вручную очистить теплообменник. На экране подсказки, и все это несложно делать, и не нужно часто, примерно раз в 180 использований. Самим считать ничего не надо, конечно, машина подскажет, когда уже нужно. И плюс очистка от загрязнений и просушивание стирального барабана, бака. Такие циклы тоже здесь есть, и тоже машина дает рекомендации, в том числе в мобильном приложении Smart Things, Samsung Smart Things. О нем мы еще поговорим. Из знакомых нам по более ранним моделям решений тут в Samsung Bespoke AI Combo реализована, например, знаменитая технология EcoBubble. Вернее, тут это уже прокачанная AI EcoBubble. Она работает в связке с другими технологиями искусственного интеллекта, которые здесь реализованы. И да, это знаменитая, плотная, специально подготовленная пена EcoBubble, которая быстро проникает в волокна ткани, что в итоге и время стирки немного сокращает, и на результат стирки так положительно влияет. Лучшие вещи отстирываются. Во всяком случае, знаете, ни один из наших тестов стиральных машин Samsung проблем со стиркой, с ее качеством не выявил. Мобильное приложение Samsung Smart Things, тут полный контроль, удаленный всех процессов, программы различные, дополнительные, вообще целый такой сервис отдельный, облегчающий уход за одеждой. Samsung, по сути, сделал, интегрировал в мобильное приложение. Тут разные рекомендации по стирке, сушке, подсказки, выбор программ на основе данных пользователя о вещах, которые нужно постирать. Плюс данные о расходе воды, электроэнергии. Это все тоже есть. Можно даже включить умный режим энергосбережения, чтобы расход электроэнергии снизить, оптимизировать без потери качества стирки. Советы по
по эксплуатации и обслуживанию стирально-сушильной машины. Все это тоже есть в мобильном приложении. Конечно, не все обычно мы используем, не все опции вот подобные, но в целом удаленное управление техникой бытовой – это удобно. Вообще же, те, кто пользуются техникой Samsung, знают же, что SmartThings – это не просто приложение для управления вот стиральной машиной. И, конечно, с его помощью, в принципе, вся умная техника Samsung, которая есть дома, контролируется. Это, по сути, такой хаб умного дома. Все в одном приложении, что, разумеется, удобно. И, кстати, сам себя даже поправлю сейчас. Не только техника Samsung. SmartThings работает и с техникой некоторых других производителей. И там внутри в приложении есть список, вот, что именно, какие техники, каких брендов поддерживается. На что-то еще влияет хорошо магнитное поле. Но вот я об этом не знал. А еще пока мы здесь разбирались с ней, мы обнаружили интегрированный браузер. Реально можно выйти в интернет, все, что хочешь, включить кино смотреть или вот смотреть видео канала Тостер. Ну, прикиньте, да, вы так стираете, медитируете, смотрите на вот стирающееся белье и одновременно что-то интересное смотрите по телеку. Ну что, мы вынимаем наше постельное белье. Я напомню, что это 2 двуспальных комплекта, и смотрим, как отстирались загрязнения. Напомню, мы, мягко говоря, неплохо все испачкали. Ну вот перед стиркой, смотрите, все отстиралось, постельное белье чистое и сухое, и не измятое, что вообще-то здорово. Использовали мы специальный умный цикл сушки постельного белья. Собственно, параметры стирки и сушки, включая время, были созданы и оптимизированы с учетом всех вот введенных нами настроек и объема загрузки. Результат отличный. Эх, как я люблю говорить, вы все видели сами. Очень крутой девайс. Стирально-сушильная машина Samsung Bespoke AI Combo. И я реально очень рад, что именно мы, канал Тостер, рассказали вам о ней все подробности. Тостер рекомендует Samsung Bespoke AI Combo. Конечно, это девайс для тех, кто любит и может себе позволить купить, пользоваться реально топовой техникой. Технологии, реализованные в этой стирально-сушильной машине, это, конечно, реальный топ. Наконец-то тепловой насос в устройстве типа 2 в 1. Ну и все остальное. Интеллектуальные режимы стирки и сушки, тонкие настройки для стирки и сушки, вариативная умная автодозировка моющих средств, автооткрывание дверцы, наконец, большая загрузка. Вот это, конечно, очень важно тоже. Плюс, не упоминал я ранее инверторный мотор с прямым приводом. Ну, конечно, здесь Direct Drive. Ну, что еще могло быть в машине такого уровня? Навигация по видео есть, можно вернуться к любому моменту. Ну, топовые технологии – это же всегда интересно. Ну, такое немного будущее. Но что-то, кстати, может постепенно прийти и в обычные стиралки. Ну, вот тоже автооткрывание дверцы, например, да? Почему нет? Что думаете? Пишите в комментариях ваше мнение об этой стирально-сушильной машине Samsung. Ну да, я думаю, некоторые заметили, что немного не допилили еще по качеству русификации управления, да, эту машину. Ну, конечно, допилят, сомневаться здесь не нужно. У нас это еще предпродажный образец на съемке. Такое, на самом деле, часто бывает. Нам не раз именно так приходилось снимать топовые новинки. Это Тостер. Мы не делаем из домашней техники сенсацию, зато подробно рассказываем о том, как она реально работает и какая нам с вами от нее польза. Делитесь этим видео с любителями крутых топовых технологий для дома. Мы есть на всех главных площадках: ВК-видео, YouTube, Рутюб, Дзен. Заходите также на сайт Тостер.ру. Есть мы в Телеграме и в Одноклассниках. Найдете там не только наши видео, но и вообще много другого интересного о доме и быте от нашей команды. До новых обзоров и тестов. Пока!